Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Корсары, каждому свое. Голландский гамбит, прохождение за Гвик, голландскую Вестминстерскую торговую компанию. Ну, ребята, давайте уж, наверное, приступим к прохождению. Но прежде чем мы начнем проходить третью миссию Гвик, я хотел бы вам напомнить, ребята, чтобы вы подписались на канал и не забыли нажать колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые серии Корсаров. Я, по крайней мере, в последнее время стараюсь делать видео на максимальном возможном качестве. Надеюсь, тебе понравится. Значит так, ребят, вы, наверное, обратили внимание, что я нифига нахожусь не в Вильямсдаде и не на Кюрасао. Я нахожусь в Сен-Пьере на Мартинике. Но если, конечно, ты спросишь, нахрена ты сюда пришел, я скажу лишь другое. Я примерно знаю, что будет дальше, поэтому просто запоминаем, что я делаю. Без лишних комментариев, без лишних спойлеров, я думаю, и так все будет понятно. Мне нужна верфь. Мы переходим на верфь и сейчас смотрим. Нашим верфям завидуют все конкуренты. Я хочу... Так, надо первое выбрать. Нам нужно выйти, в общем, сюда. Перешел на верфь я именно для того, чтобы купить вот этот дрянной баркас за 2500 песо. Так, стопэ, нет, я неправильно покупаю. Я щелкаю на пустой слот и покупаю вот этот корабль за 2500. Назначаю. Ну, вот этого чувака, пускай он будет у меня капитаном. Теперь, ребята, переходим в корабли. Меняемся. Короче, ребят, я передумал. Я назначил шляпу капитаном данного судна, потому что штурман мне мой будет нужен. А сейчас, ребята, я показываю, как я перехожу в портовое управление для того, чтобы свой корабль оставить именно в Сен-Пьере. В этом и задумка. Я вас внимательно слушаю. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, мне... Я ставлю... Так, бригантину хочу оставить. Посмотрим, что... он мне назначает цену, я соглашаюсь, все. Что теперь мы имеем? У нас остался баркас. Такое впечатление, кому-то бомжуем теперь. Так, штурман. В общем, для чего я делал эти телодвижения, ребята? Лишь для того, что наш корабль в будущем, при следующем квесте, который сейчас я буду записывать, он просто потеряется. Я уже однажды в пиратской саге при предыдущем прохождении терял офигенные корабли. Больше делать я этого не хочу. Поэтому, какой бы ни был корабль, я хочу его сохранить. Чтобы сохранить корабль, его надо... сдать в портовое управление, но только не в Вильямсдаде на Кюрасао. Это... на этом я хочу акцентировать ваше внимание. Я не придумал ничего лучше, как приплыть в ближайший Сен-Пьер на Мартинике, купить вот это дрянное корыто, и на нем мы, ну, если не рассыпемся, поплывем уже в Вильямсдад. Погнали! Ну вот, мы прибыли на Кюрасао, Вильямсдад. 24 октября, прошла ровно неделя. Я предлагаю зайти в контору и узнать, какой же квест у нас подготовлен. Кстати, вот этот вышибала перестал меня спрашивать, что мне здесь надо. Походу, меня запомнили в лицо. Это уже радует. Вот он, Лукас Раденбург, Наша здравствуйте. компания нуждается в услугах таких бравых капитанов. У вас ко мне дело? Нет-нет, не обращайте внимания, я ухожу.
В смысле не обращайте внимания? Ну ладно, подождем еще один день. Рад вас видеть, капитан. Хорошо, что вы зашли ко мне. Добрый день, Минхер. Вероятно, у вас уже готово для меня очередное выгодное поручение во благо компании. Вы проницательный, капитан, именно так. Но приступим к изложению подробностей очередного дела. Слушаю вас внимательно. Я поручаю вам очень ответственное и секретное задание и рассчитываю на неукоснительное выполнение всего того, о чем я буду говорить. Итак, как вы знаете, у нас весьма недружественные отношения с Англией. Британцы уверены, что они должны править всем миром, но ведь незадача, не все с этим согласны. Голландия обладает самым многочисленным торговым флотом в этих водах, да и военные эскадры тоже могут постоять за честь Республики Свободных Провинций. Торговое преимущество Нидерландов для англичан как кость в горле, и всячески подлыми способами пытаются подавить деятельность компании у наших купцов. Особо среди прочих выделяется английский военный капитан Ричард Флитвуд, который совершенно по-пиратски атакует торговые корабли компании и просто любые суда под голландским флагом и грабит их. Причем весьма удачно прикрывается оговоркой про корабль-призрак, который якобы топит только английских купцов и объясняет свои действия ответом на произвол голландских властей. Словно этот летучий голландец, действительно голландец. А вы слышали о корабле-призраке, капитан? Блин, я квест проходил, но нам не надо об этом говорить. Ну, подобных баек можно наслушаться в любой таверне. Стоит налить какому-нибудь старому боцману пару кружек рома, и такого расскажут. Хоть про корабль-призрак, хоть про корабль-обезьян. Это все так, но в данном случае все имеет гораздо более материальную основу. Я предпринял расследование деятельности этого корабля-призрака и выяснил, что это обычный корабль кетч под названием «Мираж». И командует им самый обычный пират и проходимец Якоб Ван Берг, который навел на своем судне маскарад и выдает себя за пресловутого летучего голландца. Ван Берг? Значит, все-таки это голландец? Якоб Ван Берг, как вы правильно поняли по имени, действительно голландец. Однако этот негодяй уже давно заочно приговорен к повешению, причем властями Нидерландов. Он вне закона, как и любой другой пират. Так вот, Ричард Флитвуд ведет охоту на Ван Берга, и этот факт используем в борьбе против наглого британца. Я хочу уже просто банально уничтожить Флитвуда, хотя он давно уже это заслужил. Он так много попортил нам крови, что этого недостаточно. Я хочу уничтожить не только физическую оболочку этого негодяя, я хочу убить его имя, втоптать в грязь. Его честь — это куда более действенная мера. Заодно и утрем нос этим заносчивым бритам. Но давайте все по порядку. Да, Минхер, лучше объясните мне поэтапно, а то я уже перестаю вообще что-то понимать. Хорошо. Мой план таков. С помощью моего человека мне удалось выяснить, где сейчас находится сам Якоб Ван Берг. Он в одном из городов Южного Мейна. Вы должны будете отправиться к нему и узнать, где он оставил свой корабль-призрак. Затем якобы ликвидируете, отправляетесь на поиски его корабля, берете его судно на абордаж и доставляете в Вильямсдад. Запомните, для реализации задуманного мной плана вы должны захватить Мираж. Ни в коем случае не вздумайте утопить его. Ну, по крайней мере, мне ясно, что делать. В каком городе мне следует искать этого Ван Берга и где? Все детали вы узнаете из первых рук от человека, который и добыл эту информацию. Это мой агент, Лонгвей, он китаец. Да-да, не удивляйтесь, чтобы облегчить вам задачу, для выполнения этой работы я представлю вам в распоряжение мой личный корабль, Щебеку Мэйфинг. Лонгвей ее капитан, но на весь срок задания я снимаю его с этой должности и передаю под ваше командование в качестве офицера. Сейчас отправляйтесь в портовое управление и сдайте на стоянку все свои корабли. Стоянка для вашего флагмана, согласно моего указания, будет абсолютно бесплатной. Затем возвращайтесь ко мне, и я передам вам Мэйфинг. Хорошо, отправляюсь в портовое управление. Я не заставлю себя долго ждать, Минхер.
Вот, ребята, прочитали диалог. Вы уже, ребята, те, кто смотрели мои прохождения ранее, уже поняли, кто такой Якоб Ван Берг, кто такой Лонгвей, китаец, с которым мы вели переговоры, когда играли за... В смысле, я выйти не могу. За тайную организацию. И, естественно, я хочу сейчас уточнить момент. Мне сказали сдать все свои корабли в портовое управление. Но я в начале игры сделал это на другом острове. А лишь потому, что после прохождения данного квеста мои корабли, которые я сейчас должен сдать в портовое управление именно в этом городе, они должны пропасть. Не знаю, пропадут или нет, но мне ребята подсказали, чтобы я не сделал эту ошибку. Но мы позже проверим. Итак, я перехожу в портовое управление и свою лоханку сдаю сюда. Много часов спустя. Вот и я сдал корабль, но мне надо где-то найти этого Лонгвея. Понятия не имею, где его искать. Все, я без корабля остался, ребят. Игра закончена, гейм-овер. Ладно, так, это я угораю, конечно. В общем, ребят, короче, я бегал по городу, я не понял, где найти его помощника. Я решил вернуться обратно к Лукасу Ронденбургу. Итак, корабли вы сдали, значит, самое время передать под ваше командование мою щебеку. Вы готовы приступить к выполнению работы немедленно? Мой корабль полностью снаряжен и готов к выходу в море, так что беспокоиться не о чем. Да, конечно, я готов, Минхер Роденбург. Лонгвей ждет вас на улице, отправляйтесь, он покажет вам ваш новый корабль и ведет курс дела по деталям касательно местонахождения Ван Берга. Удачи, капитан, не подведите меня. Помните также, что вы должны будете вернуть мне Мейфинг, так что постарайтесь не утопить его. Задачу понял, выдвигаюсь в путь. Вот и все, запись в судовом журнале. У меня ничего нету, я бомжа. Очередное задание от Лукаса Роденбурга. Захватить корабль-призрак Мираж, предварительно уничтожив его капитана Якоба Ван Берга. В выполнении поручения мне поможет китаец Лонгвей, капитан щебеки Мэффинг, который временно передается под мое командование вместе со своим кораблем. И вот я вышел на улицу, меня встречает Чичингиту, Не надо и кричать. вот он. Лонгвей хорошо слышит господина капитана. Здравствуйте, капитан, меня зовут Лонгвей. Лонгвей представляет свой парусник в ваше распоряжение. Лонгвей также поступает в ваше распоряжение приказ Минхера Роденбурга. Понятно, Минхер Лонгвей. Рад вас приветствовать. Думаю, мы с вами сработаемся. Расскажите мне о цели нашего задания. Где нам искать Якоба Ван Берга? Я уверен, Лонгвей с вами сработается. Якоб Ван Берг сейчас находится в Куманы. Я назначил ему встречу в местной таверне. Там его и следует искать. Куманы. Я, кажется, знаю, где это. Отправляемся в путь. Вот так вот неудачно я приплыл в Куманну. Дело в том, что у меня лицензии-то не было. И мне придется теперь огородами пробираться в город. Хотя стоп, можно же лицензию купить. Много часов спустя. Я приобрел лицензию голландской Вестинстерской торговой компании перед отплытием. То есть я переиграл, сразу говорю. И поэтому пушки форта меня как бы не обижают, скажем так. Ну что, ребят, в порт Куманы причаливаем. И можем спокойно ходить теперь по улицам. И нам никто ничего не сделает. А ну не мешай.
Кто и что тебе здесь нужно? Офицер, у меня имеется лицензия голландской Вест-Индской компании, так что я нахожусь здесь на законных основаниях, прошу ознакомиться. Все ясно, сеньор, вы можете свободно проходить в город, ваша лицензия действует еще 17 дней. Прошу прощения за беспокойство, спасибо, офицер. А лицензия дается от 20 дней, поэтому мне пришлось брать 20 дней. Итак, а вот она, таверна. Короче, мы прибыли в таверну, надо теперь узнать, где капитан Миража Якоб Ван Берг. Надо спросить у тавернщика, Прекрасная может, он в курсе. еда, отменные напитки, Блестящий Дальго посетил уютная сегодня постель таверну к в вашим жерле услугам. Мартиры. Вы впервые у нас, сеньор? Мое имя Шарль де Мора, я здесь совсем недавно. Чем угостите гостя? Так, давай с тобой поговорим. Я по другому делу. Знаешь, Наталью... В смысле? В какой в другой раз? Прекрасная еда, отменные напитки, уютная постель к вашим услугам. Приветствую, мне нужно найти Якоба Ван Берга. Где он? Что-то я у тебя в зале его не вижу. Ты чего так орешь? Он уже давно тебя ждет. Целую кварту рома вылокал. Поднимайся наверх, в комнату, он там. Понятно, ладно, бывай. Не нравится мне это, я скажу, ребята. Так, мужики, ждите здесь, стойте на шухере. Если что-то произойдет ко мне... Ага, и они так поняли. Знакомый тип, ребят. Это Якоб Ван Берг. Стой, где стоишь, иначе умрешь. Ты кто такой? Где этот чертов китаец? Я тебя спрашиваю, ты что, оглох? Я тебя прекрасно слышу, не ори, китайца не будет, я за него. Что? А ты вообще кто такой? Какого черта ты делаешь здесь? Я тебя спрашиваю, каналья. Тебе этого знать не нужно, мне нужен твой корабль. Вот это наглость. Или, постой, ты проклятая английская ищейка, дьявол выследил, значит. Ну так просто не сдамся, ну раз так спешишь. Так. Я уменьшил время. Потому что, мне кажется, Ван Берг должен офигенно драться. В предыдущем прохождении у него был супер-мега топор, ребят. Вот, так, отлично. И эта зараза сейчас, возможно, восстанавливать жизни свои еще будет. Отлично, финт. Еще один финт. Ну давай, Ван Берг. Опа. Уворачиваемся. Так, есть. Блин, не успел. Пробивной. Ах ты, зараза. Он фиктует неплохо. Так, есть. Но, по крайней мере, с предыдущим квестом здесь попроще. У меня хотя бы лечилок не ограничено. И стрелять еще можно, в принципе. Это неплохо. Давай, раз. Так, колющий. Есть. А у него полжизни. Странно. С Ван Бергом бой был очень сложный, когда я проходил за тайную организацию. Сейчас что-то пока как-то нормально, я бы сказал. Так, энергия заканчивается. Я не понял, он восстанавливается, что ли, опять? Выстрел в него. Отлично, 82 минусом. Я не понял, найден предмет, плетка. Нафига мне плетка сейчас нужна? Я не понимаю. Ага, заблокировал мой удар. Ну. Энергия не восстанавливается так быстро. Я вернул время обратно. Якоб, ты перестанешь восстанавливаться, ты задолбал. Давай.
Так, чуть-чуть еще, чуть-чуть осталось. У меня долго выносливость вот это восстанавливается, офигеть. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. На! Отлично! А как мне его обыскать? Отлично, Ван Берг пал, и я переигрываю этот сюжет. У меня зависла игра. А зависла потому что, я не знаю чего, короче, я нажимаю цифру 1, поднимаю полностью все, что есть у Ван Берга. И сейчас я читаю судовой журнал в первую очередь. Якобы Ван Берг уничтожен. При нем оказался судовой журнал с весьма занятными записями. Оказывается, Ван Берг действовал по чьей-то указке. Кто бы это мог быть? И почему его так интересует широта 1248? И кто этот косоглазый посыльный? Неужто ли Лонгвей? Других азиатов я тут пока не встречал. Вопросов много, а ответов нет. Единственное, что ясно, Мираж следует искать у берегов бухты Бока де ла Сьерпе. Короче, я понял, надо выходить в порт, быстрого перехода нет. Ну, горничные, я думаю, приберутся. Ладно, пошли дальше, не будем отвлекаться. Выходим на улицу. Команда на корабле полная, боекомплект у нас полный. Сейчас, короче, будет реально, ребята, морской бой. Итак, новая запись в судовом журнале. Мираж находится в пределах видимости. Пираты ничего не предпринимают и ведут себя как ни в чем не бывало. Выходит, что Мэйфинг им знакома, тем лучше. Атакую внезапно. Отлично. То есть я могу спокойно доплыть до Миража. Отлично. Короче, ребята, что могу сказать? Бить картечью с близкого расстояния я бы, конечно, не советовал. Они сразу нас возьмут на абордаж. А для более успешного штурма надо как можно больше команды скосить с этого корабля. Я, в принципе, кое-как скосил команды на этом корабле, но я проиграл бой капитану. И у меня остался сейф. Поэтому сейчас просто показываю, как начать бой. Ну, примерно вот таким способом я начинал бой. И поворачиваем. И вот так вот тупо расстреливаем. Стараемся, чтобы корабль вражеский часто не поворачивался. И тогда будет все нормально. Ну а сейчас я приглашаю всех, ребята, перейти на абордаж. А вот он, тот самый абордаж, когда я подскосил прилично команды на корабле. И моя команда стала преобладать намного больше, чем, допустим, вот на этом Мираже. Я не понял, чинки крутые все в фехтовании. Так, отлично. Так, блин, у меня все так быстро происходит, я не успеваю ни за чем уследить. Так, здесь один остался. Так, а здесь что у нас? Здесь все готовы. Ну давайте, ребят, давайте заканчивайте уже с этим всем. Один из крепких пиратов все еще держится. Ну все, отлично. Я предлагаю переходить на следующую палубу. Я хочу помочь своим офицерам, но, блин, это сделать будет, наверное, сложно. Так, есть. Они блоки ставят, а мы блоки пробиваем. Отлично. Так, сейчас я жду, чтобы энергия немного восстановилась. Она, в принципе, уже восстановилась. И переходим к капитану. Я почему-то до этого капитану офигенно бой слил. Надо сейчас, чтобы он маленько подустал. Зараза, смотри как. Есть. У него пол хп. Так, 9. 8. Отлично. Блин. Да надо отойти. Пистолетный залп. 22 мало. Это, походу, какой-то капитан круче якобы Ван Берга. Так, есть.
Что-то там пригнулся. Нате 16. Есть. 13. Ну, у меня энергия заканчивается уже. Я отступил, жду. Есть. Отлично. Не, финт почему-то на валлонской шпаге, он такой стрёмный. Очень стрёмный финт. Ну, 5 всего урона. Так, я опять в него выстрелил. 86. У него здоровье осталось. Отлично. 12. Убираю ускорение, замедление, точнее, времени. Я думаю, мне этот капитанишка уже урон сильный не нанесет. Блин, эта зараза восстановилась. Есть. Есть. Так. Блин, у меня энергия быстро садится. Очень быстро. Давай, 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 давай. 14. Ну, вроде неплохо, неплохо пока все наносится. Еще один залп пистолетный. Отлично. Да ты чё мне постоянно тыкаешь? Давай, давай. Сейчас еще чуть-чуть ему хана. Капитану хана, серьезно говорю. Пару ударов всего осталось. Это был колющий. Короче, я застрелю его, он мне надоел. Дергается, да дергается здесь. Итак, смотрим, что у него. А у него ничего нет, кстати. А что у нас здесь? Кольцо с изумрудом. Так. Шмонаем сундуки. Здесь есть немного денег. Песо. Так, в этом сундуке... Блин, а что, не бомжи, что ли? Что, якобы ничего не было, что ли, на корабле? Ну, зелье, допустим, лечебное. И все? Ну, ладно. Мы забираем корабль. Нам надо назначить на него капитана. Отлично. Пиратский кетч Мираж был захвачен. Новая запись в судовом журнале. А почему я паруса не могу спустить? А, у меня потому что команды нету. Бой проведен успешно. Мираж захвачен. Можно возвращаться в Вильямсдат. Ну вот, ребята, мы подплыли уже... У меня опять новый уровень, что ли, я не понял. Новый уровень. Отлично. Ранг 9. У меня сейчас мейфинг пропадет. У меня его заберут. Поэтому с мейфинга я предлагаю, короче, все переместить, все, что есть. Мне в будущем, возможно, это все пригодится. Ну все, хотя бы сейчас есть минимальная команда или еще что-либо. Сейчас мы причаливаем в Вильямсдат и идем к Лукасу Роденбургу. Вас ждет блестящая карьера. Вот вы капитан. вернулись, капитан. Я уже знаю о вашем путешествии. Вот как. Так вам, наверное, известно, что... Да мне известно, что вы великолепно выполнили задуманный нами план. Вы устранили гнусного пирата и захватили его судно. Оплата за выполненный этап работы составляет 50 тысяч песо. Пожалуйста, получите. Мейфинг я у вас забираю, я отдаю Лонгвею, а вы принимаете командование Миражом.
Это необходимо для реализации второй части моего плана. Вы готовы услышать мои дальнейшие инструкции? Да, конечно, Минхер Роденбург. Вам предстоит очередной рейд, на этот раз до Антигуа, в самое логово мерзавца Флитвуда. Нам следует вытащить его на открытое место, и захваченный вами корабль-призрак нам в этом поможет. Мы организуем засаду у пустынных берегов Доминики, а Мираж в этом деле послужит приманкой. Как вы понимаете, нужно донести до Флитвуда информацию, что Мираж был якобы замечен у Доминики, чтобы наш бравый вояка бросил все свои дела и кинулся на охоту. А также, думаю, вам ясно, что с самим Флитвудом на эту тему вам разговаривать опасно. Поступим следующим образом. В Сент-Джонсе найдете аптеку и поговорите с ее хозяином. Его зовут Джордж Мердок. Скажете, что от меня, и что пришли по вопросу о Ричарде Флитвуде. Мердок мой старый знакомый, он в курсе происходящего, так что лишних вопросов он задавать не станет. Джордж сообщит вам имя человека, который является глазами и ушами Флитвуда на суше, и скажет, где его найти в городе. Вы отправляетесь к этому агенту и намекнете про корабль-призрак. Придумайте какую-нибудь историю, чтобы это выглядело правдоподобно. Лучший вариант — представьтесь купцом, торгующим на Мартинике. Пожалуйтесь на нападение летучего голландца и попросите уничтожить пирата. Это должно сработать. Понятно, что-нибудь навру в таком духе, мне не привыкать. Основная цель, чтобы Флитвуд отправился к Доминике, я правильно понял? Да, именно так. У Доминики в засаде будет находиться уже известный вам Лонгвей на моей Мейфинг. Вдвоем вы без труда разделаетесь с этим английским псом. Но это еще не все. Я попрошу вас взять его корабль на абордаж, обыскать каюту и найти судовой журнал. В нем могут содержаться очень важные для меня сведения. За доставку этого журнала я заплачу отдельно. Но если ситуация в бою не позволит вам этого сделать, топите в лоханку к чертовой матери, не колебясь. Также любой ценой сохраните на плаву Мираж. Он будет нужен для завершающего аккорда моего плана. Задача ясна. Разрешите приступить к выполнению? Еще несколько напутствий, капитан. Вы не должны причаливать в порту Сент-Джонса. Произведите высадку в одной из бухт и пройдите в город через джунгли. В противном случае Джон Мердок на контакт с вами не пойдет, ему не нужны проблемы с властями. Ну и, конечно, будьте осторожны в море. Мираж слишком известная посудина для британских моряков, так что не приближайтесь на нем к английским кораблям и поселениям, если не желаете быть атакованными. Флаг вам не поможет. Теперь все, отправляйтесь, да и поможет вам Бог. Спасибо, отправляюсь в путь немедленно. А вот и запись в судовом журнале. Давайте-ка ее прочтем. Награда за захват Миража получена. Теперь мне нужно выполнить вторую часть плана Лукаса Роденбурга. Выманить английского капитана Ричарда Флитвуда на себя, возвращаясь Миражом и уничтожить. Для этого нужно сообщить некому информатору Флитвуда, что Мираж видели у берегов Доминики. Кто он, этот информатор, мне скажет Джон Мердок, аптекарь Сент-Джонса. В битве против Флитвуда мне поможет Лонгвей на своей Мэнфинг. Он будет ждать на Доминике в засаде. Я думаю, в первую очередь надо запастись командой и всяким провиантом побольше, чтобы было. Нас же ждет дальнейший морской бой. А после этого, наверное, выдвигаться буду в Сент-Джонс. Вот мы и приплыли к берегам Антигуа, как нам сказал Роденбург или Раденбург, неважно. Короче, чтобы мы подплыли в какую-нибудь бухту. Я не знаю, мыс Буну или бухтов. Короче, я в бухту вот в эту причаливаю. И через бухту мы должны будем зайти в город через Эльву.
Мы, в принципе, уже квесты в Сент-Джонсе выполняли, ходили. Я дорогу не так, конечно, идеально помню, но я думаю, мы ее найдем. Ну что, погнали. Тадам! Городские ворота. Мы прибыли, мы на месте, все отлично. Мы практически инкогнито уже пришли в город. Вон разбойники стоят, кого-то ждут. Но нам-то пофигу. Ладно, идем по-быстрому в город, заходим. Драки, дуэли на улицах города запрещены. Оружие может обнажить только в случае опасности. Хорошо, приму это к сведению. Да чё вы разошлись-то тут, блин? Итак, естественно... Недавно мы попали в такой О чем речь? шторм. Ну что, короче, я думаю... где искать аптеку, я думаю, не надо показывать. Те, кто проходили голландский гамбит, они, наверное, уже знают. Так, я, правда, маленько уже заблудился. Узнаете, ребята, этого чувака? Джо Мердок собственной персоной. Мои микстуры излечат даже болотную лихорадку. Добрый день, по какому вопросу вы пришли? Микстуру от кашля или порошок от поноса? Здравствуйте, мистер Мердок. Я пришел от Лукаса Роденбурга. Он командировал меня к вам по вопросу о Ричарде Флитвуде. Так, вы от Мюнхера Роденбурга? Хорошо, я слушаю. Мне необходимо организовать встречу с капитаном Флитвудом в безопасном месте. Я позаимствовал у Якоба Ван Берга его знаменитый «Мираж», который так нужен мистеру Флитвуду, и мне хотелось бы невзначай довести до его сведения, что «Мираж» в ближайшее время будет у берегов Доминики. Якоб отдал вам свой корабль? Призанятно. Как я понимаю, вам теперь нужен человек, который мог бы поверить мистеру Флитвуду, что «Мираж» крейсирует у берегов Доминики, ибо сами вы Ричарду об этом сказать не можете по определенным причинам. Именно так Мюнхер Роденбург рекомендовал по этому вопросу обратиться именно к вам. В таком случае вам нужен Чарли Книпель, это большой друг мистера Флитвуда и его наушник. Поговорите с ним и в разговоре упомяните все, что хотите донести до Ричарда. Только будьте осторожны, Книпель хоть и простак по натуре, но далеко не дурак. Найти его вы сможете в небольшом домике, больше похожем на рыбацкую хижину недалеко от моря. Он должен быть там. Я все понял, спасибо, мистер Мердок, до свидания. По словам аптекаря, информатора Ричарда Флитвуда зовут Чарли Книпель. Он живет в хижине недалеко от моря. Ладно, выходим из аптеки. Надо найти домик Чарли Книпеля. Дом Чарли Книпеля. Вот он, я его нашел. Он получается, когда мы видим, обозреваем наш порт, в который входят корабли. Идем вот в это непримечательное здание. Ух ты, ребята, Чарли Книпель. Книпель мне в грот, ближе к делу, Кэп. Доброго дня, мистер Книпель мне в корму. Каким попутным ветром вас сюда занесло? Здравствуйте, Чарли. Я слышал, что вы связаны с военным английским флотом. Вот и хотел обратиться к вам за помощью. И чем же может старый моряк, уже давно списан на берег, помочь вам, мистер? Понимаете, я обычный капитан и делаю регулярные рейсы с товаром между Мартиникой и Кюрасао. Так вот, у берегов Мартиники я уже дважды подвергся нападению жуткого корабля-призрака. Хотя какой он призрак, если его паруса ядрами рвутся? Вот как? Это очень интересно, Книпель мне врею. Меня спасло только то, что мое судно способно развивать приличную скорость в Бейтвинд. В последний раз, чтобы убежать, мне пришлось выбросить за борт весь товар. Вы представляете, какие это убытки? Сочувствую, Кэп. Губернатор Кюрасао, Матис Бек, только отмахнулся от моих жалоб на пирата, сказав, что все это выдумки. Губернатор Мартиники пообещал выслать патруль, но по выражению лица я сразу понял, что никакого патруля он посылать не собирается. А мне теперь закрыт путь на Мартинику, пока там орудует этот мерзавец. Корабль у меня маленький, сопротивляться я ему просто не могу. И третий раз, а можно и не уйти. Мне жаль, мистер, но чем же я могу помочь? От матросов таверны я слышал, что один военный моряк Сент-Джонса, некто сэр Флитвуд, ведет охоту на корабль этого подлеца. Я не знаю его, поэтому обратился к вам. Может быть,
бы вы передали ему мой рассказ. Я уверен, что гнусный пират скрывается где-то у берегов Доминики и рейдирует пространство между Барбадосом и Мартиникой. Между Барбадосом и Мартиникой действительно весьма похоже на этого ублюдка. Я не богат, и мне нечем будет заплатить военным за избавление тамошних вод от негодяя. Но раз сэр Флитвуд разыскивает этот корабль, то, по крайней мере, передайте ему, где искать этого летучего голландца. Вы хорошо сделали, мистер, что пришли ко мне. Я сообщу обо всем услышанном куда следует, книпель мне в печень. Скоро вы снова сможете торговать с Мартиникой. Ваши бы слова да богу в уши. Спасибо, что выслушали меня, Чарли. Надеюсь на лучшее. До свидания. Итак, убегаем из этого дома. Ну и наивный же простак этот Книпель. Я без труда наплел ему все, что нужно. Теперь следует отправляться к Доминике и ждать появления Флитвуда. Новая запись в судовом журнале. Я прибыл на Доминику, но Мэйфинг не обнаружил. Проклятый китаец либо опоздал, либо вовсе не явился. Придется действовать в одиночку, без помощника. Что? Валькирия на горизонте, видят парусник. Где она? А, вот она, Валькирия. Я предлагаю к ней подплыть. Блин, неловкий бой. Я стараюсь паруса свои не поддавать. Я переигрываю данный бой, потому что были волны ужасные, попасть было нереально во вражеский корабль. А в данный момент я хотя бы ему паруса немного сшибаю. Ну, держу его на расстоянии, чтобы до команды он до моей не добрался. Отлично. Правый борт готов к залпу. И сейчас чуть-чуть поближе подберемся. Левый борт готов к залпу. Правый борт готов к залпу. Так, отлично. У него уже половина парусов Левый нету. борт готов к залпу. Так, готово. Правый борт готов к залпу. Ну вот так вот примерно буду обдавать его. Левый борт готов к залпу. Так, кружимся, вертимся. Правый борт Лишь бы готов паруса к только мне не залпу. снес. Так. Оп. Левый борт готов к залпу. А я паруса спустил, ты по мне не попадешь, блин. Ну что, паруса я немного все-таки ему успел снять, своему противнику. Сейчас я обдаю его корабль полностью картечью. Так, повернулся. Огонь. Правый борт готов Так, к залпу. есть. Сейчас подплываем. Левый борт готов к залпу. Есть. Полкоманды, в принципе, уже нету, это хорошо. И я ему все равно Правый борт ее готов к сношу. залпу. Левый Я борт думаю, скоро готов можно к взять на залпу. абордаж. Кошки к борту. Я его сам беру на абордаж, а у меня команды 100, пока она у меня полностью не убавилась. Надо, наверное, реально брать на абордаж. Оп! Оп! В смысле, я как промахнуться успел? Так, есть. Надо помочь команде. В принципе, тут очень сложный абордаж, я бы, конечно, сказал. Непростой. Так. Что тут? А, тут англичан слишком много. Чичингиту, давай. Бежим. Блин. Да пустите меня к англичанам. Так, готов. Мушкетера застрелили. Так, отлично. Ну и что? Его надо пробивным брать просто, и все. Есть.
Вот. И еще. Отлично. Так. Ну, ребят, чё как долго-то? Хорошо, я жду, пока они с ним расправятся. А там что, все у нас? Ну, блин, моя команда как бы не на изи справилась, немножечко запарилась с этими англичанами. Ну ладно, мы идем на следующую палубу. Так, я пробираюсь в толпу, сразу в толпу. Отлично. Есть. Раз. Два. Блин, не успел, давай. Отлично. Так, а теперь надо проверить сундуки. Может быть, лечилки есть. Нет, тут пульки лежат. Так, что у нас здесь? Жемчужина. Да мне нафиг эти жемчужины не нужны. Точнее, в каюту капитана. А вот он и Флитвуд. Опа! Блин, я удар какой-то пропустил. Причем это... Очень стрёмно так вышло, конечно. Ну, все меньше, выносливости мало. Потому что... Итак, я... Зашибись. Он меня пробил, получается. Вы достойный противник, сударь. Но живым отсюда вам не уйти. Проклятый пират, ты одержал победу в абордажной схватке, но я все равно выполню свой долг. Я устроил пожар в крюйт-камере, и осталось очень немного до того момента, как мое судно взлетит на воздух, прихватив с собой и твой призрак. Тебе больше не удастся топить английские корабли, и я умру с честью. На самом деле ты ошибаешься, Флитвуд, пиратов на корабле уже нет. Я позаботился об этом раньше тебя. А мне нужен именно ты, и корабль этот послужил отличной приманкой. Но довольно слов, надо еще успеть добить тебя и отойти от твоей пылающей лоханки. Блин, вообще 4 осталось. Все, прощай, Флитвуд. Забираем все, что у него было. Что у нас здесь? Я не знаю, что здесь. Забирай все подряд, все подряд. Деньги и всякая фигня. Уходим. Итак, для того, чтобы сильно не рванул корабль, я предлагаю весь порох переместить на мой корабль. Естественно, мне нужен будет провиант, книпели, картечь. Я книпели, кстати, очень много пострелял, бомбы. Так, провиант взял, паруса пригодятся, доски, оружие, лекарства.
Ром. Ну и как-то вот так вот. Назначить капитана не могу, потому что сейчас Абрик взорвется. Патрульный брик Валькирии был захвачен, но отпущен после грабежа. Патрульный брик Валькирия потоплен. Патрульный брик Валькирия взорвал кают-камеру. Короче, корабль полностью пошел кормить рыб на дно. Короче, Валькирия ушла полностью на дно. Мы уплываем, но я думаю, надо теперь прочитать судовой журнал. Валькирия абордирована. Журнал найден. Негодяй Флитвуд заминировал корабль. Я едва успел отойти на безопасное расстояние. В журнале Флитвуда содержалось несколько интересных записей, наводящих на размышления. Буду последовательным и вырву нужную страницу, прежде чем отдавать журнал Роденбургу. Теперь я один знаю точные координаты некого острова на карте. Но почему он вдруг оказался всем так нужен? Однако Флитвуд считал, что корабль-призрак — дело рук Роденбурга. Очень похоже на правду. Иначе почему пираты Миража не напали на Мэйфинг? Но зачем же тогда Лукас приказал не убить Ван Берга? Если Лукас обрубает концы и заблуждаюсь я, то размах у этого проходимца впечатляющий. Но почему тогда в бухте не было Лангвея? Я ведь мог один и не справиться. Опять слишком много почему. И новых имен, которые мне ничего не говорят. Пока, по крайней мере. Ну что, ребята, морской бой закончен. Я предлагаю еще раз, последний раз насладиться нашим кораблем Мираж, его рваными парусами, потому что у нас его дальше не будет. А сейчас мы с вами отправляемся на Кюрасао в Вильямсдад. Новая запись в судовом журнале. Мэйфинг стоит в порту, и Лангвея на ней почему-то нет. Он даже и не отправился к Доминике. Странно все это. Но сейчас мы это разузнаем, поэтому я предлагаю, вот он Мэйфинг, предлагаю плыть в порт Вильямсдада и садиться на якорь. И вот я в кабинете Лукаса Роденбурга. Я предлагаю с ним поговорить и сдать этот уже квест. Наша компания нуждается в услугах таких бравых капитанов. Мне уже доложили о вашем прибытии, капитан. Как я вижу, Мираж у вас в эскадре. Это очень хорошо. Я все сделал по вашим инструкциям, Минхер. Вы сказали уничтожить Флитвуда, он на дне. Вы сказали привести Мираж, он в порту. Я рад, что вы проявляете столь точную исполнительность, капитан. Судовой журнал Ричарда Флитвуда у вас? Конечно, вот он. Мне удалось взять Валькирию на абордаж. Правда, дело чуть было не закончилось плохо, а проклятый негодяй заминировал корабль и взорвал его. Мы едва успели отойти на безопасное расстояние. Превосходно, вы действительно образцовый военный моряк. Если все наши капитаны были бы такими, как вы, Голландия уже давно бы занимала лидирующее положение среди морских держав. Вот ваше вознаграждение: 100 тысяч песо и отдельно 50 тысяч это за журнал. Мираж я у вас забираю. Мы передадим этот корабль англичанам. Как? Почему англичанам? Ничего не понимаю. Друг мой, вы великолепный солдат, но в процессах политики доверьтесь мне и моему опыту. Вы помните, что я вам сказал в нашей первой беседе про Флитвуда? Я смешаю имя этого выскочки с грязью навечно. И эти высокомерные шуты с Порт-Рояля будут вынуждены не только проглотить горькую пилюлю, но еще и подавиться своими же недавно сказанными словами.
Мы представим Ричарда Флитвуда как капитана корабля-призрака, оборотня, который стравливал между собой две державы, уничтожая английские и голландские торговые корабли, беззастенчиво наживаясь на этом. Я уже подготовил соответствующие доказательства, и Мираж послужит главной уликой. И вы ради этого плана пожертвуете великолепным кораблем? Ради верных политических решений приходится иногда жертвовать не только кораблями, но и городами со своими проживающим там населением. Это война, а на войне без потерь не бывает. Да, кстати, о потерях. Вы принесли хорошие новости, а вот я вынужден вас огорчить. Во время вашего отсутствия в Вильямсдат было совершено нападение английских каперов. Нам потребовались все имеющиеся корабли для отражения атаки. Ваше судно, которое вы сдали на хранение, тоже было задействовано в бою. И, к моему величайшему сожалению, затонуло. Да пошел ты в жопу, Лукас Раденбург! Я сказал в начале ролика, что я свой корабль оставлю на Мартинике или на Гваделупе. По-моему, на Мартинике я его оставил. А именно в этом городе, на Кюрасао, Вильямсдате, я оставил свою лоханку 6 класса. Ребята, вот именно поэтому я сказал, это надо было сделать. Ой, невероятно, потопить мою лоханку, мой баркас. Эх, жаль, но ничего тут не поделаешь. Не расстраивайтесь, капитан, у меня есть и чем вас порадовать. Я назначаю вас капитаном моей щебеки Мэйфинг вместо Лонгвея. Вы можете пользоваться этим кораблем по своему усмотрению. В разумных пределах, конечно. И жду вас я завтра в резиденции губернатора. Вы будете представлены к государственной награде. Не покидайте город, капитан. Вот как, очень рад. Государственная награда и Мэйфинг действительно отличное судно. Да, Минхер, а куда же подевался Лонгвей? Лонгвей бесследно исчез на следующий же день после того, как я дал ему приказ отправляться на Доминику. Но у меня есть подозрение, что к этому приложила руку английская разведка. Хотя, может и нет. Я провожу расследование этого инцидента. Понятно, его помощь у Доминики мне была бы как раз кстати. Флитвуд был крепким орешком. Надеюсь, Лонгвей отыщется живым. До свидания, Минхер. Ну вот, как-то получилось именно вот так вот. Я предлагаю прочитать наш журнал. Я получил от Лукаса награду за выполненную работу. Кроме того, я назначен капитаном Мэйфинг вместо пропавшего Лонгвея. Радость омрачает только то, что мой корабль, оставленный на хранении в портовом управлении, затонул в схватке с английскими каперами. Но там была лоханка 6 класса. Нужно зайти за компенсацией, а завтра необходимо быть на приеме у губернатора. Губернатор сказал, что меня представили к награде. А теперь, ребята, смотрим. У меня есть... Так, кассовые корабли на приколе. Бригатина Торнадо, она у нас в Сен-Пьере. Если бы я ее оставил на Кюрасао, то, как вы уже поняли, я бы остался без своей бригантины. И вот он, я иду, я на приеме у губернатора. Капитан Шарль де Мор, за уничтожение опасного государственного преступника Ричарда Флитвуда, за содействие в раскрытии коварного заговора англичан против компании, за мужество и отвагу от лица Республики Свободных Провинций, вы награждаетесь денежной премией в размере 1000 золотых дублонов. Офигеть. Ну что, здесь надо, наверное, аплодисменты. Также вы получаете в подарок вот этот ценный навигационный прибор, настоящая мечта военного моряка. Служу республике. Ваша репутация изменилась Не до отнимайте известной мое Идальго. время попусту, капитан. Голландия гордится вами, Минхер. На таких капитанах, как вы, держится сила голландского флота в Карибском бассейне. Прошу вас, ваша награда. Благодарю, Минхер. Служба на благо Голландии, честь Вы для меня. сделали правильный выбор, Минхерц. Лукас Раденбург, еще раз поздравляю вас, друг мой, и прошу через неделю быть у меня. Я хочу поручить вам и только вам выполнение одного очень деликатного задания. Принял к сведению, Минхер Раденбург, буду у вас в указанное время. Итак, новая запись в судовом журнале, все расходятся, я стою как вкопанный на месте, у меня ничего не происходит. О, я теперь могу ходить. Отлично. Дублоны, походу, перевешивают. Итак, я получил из рук губернатора Матиса Бека орден от Лукаса Роденбурга, ценный навигационный прибор.
Кажется, я делаю успехи в карьере. Ну что, ребята, подведем итоги. Получается, наша миссия, третье задание от Лукаса Роденбурга на службе ГВИК подошло к концу. Мы как видим, то, что Ричард Флитвуд, что в прохождении за тайную организацию и что за ГВИК, он везде должен подохнуть. Короче, какой-то Ричард Флитвуд, какой-то непонятный. Но дело-то не в этом. Лонгвей, как мы видим, он вообще сдриснул. Но мы знаем, кто такой был на самом деле этот Лонгвей. Ну ладно, ребята, я надеюсь, прохождение вы это уже смотрели. Я с вами прощаюсь, ребята, до следующей серии. Не забывайте обязательно подписаться на канал, поставить колокольчик, и, возможно, ты именно из-за этого и не пропустишь следующую серию Корсаров, прохождение голландского гамбита за ГВИК. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Так, отлично. Он... Блин. Выносливость свою, короче, потратил. Теперь... Так. Надо бы восстановиться тоже. Так.